Всем привет! С вами Якимов Игорь. В сегодняшнем видео я познакомлю вас с устройствами, которые защитят вас и ваше имущество от пожара. Это недорогие автономные устройства пожаротушения, самосрабатывающие порошковые огнетушители от бренда Pinfire. Существуют обычные огнетушители, которые, возможно, вы уже купили и разместили в местах, которые хотите защитить от пожара. Но они эффективны, если в момент возгорания вы будете находиться рядом и сможете ими воспользоваться. Существуют профессиональные автономные системы пожаротушения, но они стоят очень дорого. Но есть и такие огнетушители, которые автоматически потушат очаг возгорания до приезда пожарных и громким хлопком известят вас о возгорании. Посмотрите видео до конца, и я расскажу, для чего данные огнетушители могут применяться и как ими пользоваться. Если вам интересны ролики для домашних мастеров, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Данные огнетушители бывают трех видов. Это огнетушители ТАП, сфера и купол. Самый мощный из них огнетушитель сфера. Он поставляется в такой квадратной упаковке. Сверху коробки находится такая вот ручка, за которую удобно носить. Она легко убирается при хранении. Изучим упаковку. Данное автономное устройство пожаротушения используется при 4 классах пожара. Класс А – это горение твердых горючих веществ и материалов. Класс Б – горение жидкостей и плавящихся твердых горючих веществ и материалов. Класс С – горение газов. Класс И – горение электроустановок под напряжением до 1000 вольт. Время срабатывания огнетушителя от 3 до 10 секунд. Он срабатывает только от прямого соприкосновения с огнем. Объем защищаемого пространства 5 кубических метров. Тут указано, что продукция сертифицирована Академией Государственной противопожарной службы МЧС России. А также есть другие сертификаты, в том числе EAC, как на сам огнетушитель, так и на огнетушащий порошок, который в нем находится. Диаметр шара 15 сантиметров, его масса 1,5 килограмма, причем 1,3 килограмма – это огнетушащий порошок. Это российский производитель и указанная часть сертификатов на данное устройство. Давайте откроем коробку. Тут находится довольно подробная инструкция, как и для чего этот огнетушитель использовать. Она на русском и английском языке. Тут указаны преимущества этих приборов. Тут перечень мест, где данные огнетушители можно использовать. Вот еще список применения устройства. Вы можете остановить видео и ознакомиться с этими данными подробнее. А вот сертификат EAC, про который я говорил ранее. А в конце паспорта свидетельство о приемке и продаже. Гарантийный срок работы огнетушителя 5 лет. В течение всего срока эксплуатации огнетушитель обслуживания не требует. Прибор должен эксплуатироваться при температуре от минус 50 до 60 градусов. Тут еще находится такая наклейка и комплект крепежей для держателя шара. Давайте дальше распакуем. Тут находится сам огнетушитель с держателем. Вынимаем. Вот наша сфера. Она похожа на шар от боулинга. Тут же находится подставка под нее. Эта подставка позволяет устанавливать сферу на ровной поверхности. Например, на шкафчик или полку, так как она стоит у меня сейчас на столе. Эту подставку можно прикрепить к стене. Дюбели с шурупами к ней прилагаются. Причем подставку можно прикрепить таким образом или перевернуть.
При таком положении сфера занимает меньше места. Надписи на шаре повторяют ту информацию, которая есть на упаковке. Вот классы пожаров, для которых предназначен огнетушитель, но более крупным планом. A, B, C, E. Сфера состоит из пенопластового корпуса, наполненного огнетушащим порошком. По поверхности сферы проходит пирошнур, который активирует огнетушитель в течение 3-10 секунд при прямом прикосновении с огнем. После активации выбрасывается огнетушащий порошок, который ликвидирует очаг возгорания. Размещается данный огнетушитель и его модификация в местах, где возникновение пожара наиболее вероятно. Это обычно печи, камины, электрощитовые, дымоходы и места хранения пожароопасных предметов и веществ. Огнетушитель располагают рядом с возможным местом возгорания, сверху или сбоку, на расстоянии не более 30 см. Также можно использовать сферу для тушения пожара вручную. Достаточно закинуть сферу в очаг возгорания. Можно не только бросать, но и катить, как шар для боулинга. Сфера сработает, потушит очаг возгорания. Если в ваш интерьер не вписывается красный шар, то есть и другие расцветки. Это синяя сфера и черная сфера. Характеристики у них такие же, как у красного шара. И расцветка этих сфер подойдет практически под любой интерьер. Следующая разновидность данного огнетушителя – это ТАП. Он поставляется в такой вот упаковке. Отличается он от сферы только размерами и способом крепления возле защищаемого объекта. Его масса поменьше – 600 грамм, из них 500 грамм – это огнетушащий порошок. Защищаемый объем 2,5 кубических метра. Открываем коробку. Тут такой же паспорт и такая же наклейка, как у сферы. А вот сам огнетушитель похожий на большую шайбу. Диаметр его 15 см, а толщина 5 см. Данный огнетушитель обычно применяется для защиты ограниченных пространств. Например, его можно расположить в электрическом щите или шкафу, где хранятся пожароопасные предметы и вещества, а также в местах, где применение больших по размеру огнетушителей мешает проходу и работе людей. Размещается ТАП рядом с возможным местом возгорания, сверху или сбоку, на расстоянии не более 30 см. Для установки достаточно снять пленку с двухстороннего скотча. Тут есть специальный зацеп, чтобы эту пленку было удобно снимать. А есть еще одна разновидность огнетушителя – это купол. Это что-то среднее от прежних двух видов огнетушителя. Он сочетает приятный сферический вид и малую толщину. Диаметр его 15 см и толщина 8 см. В нем находится больше огнетушащего порошка, чем в ТАБе, поэтому он защищает больший объем – 3 кубических метра. В остальном он схож по параметрам с огнетушителем ТАБ. Также он крепится на двусторонний скотч. Применять купол вместо ТАБа стоит тогда, когда нужен или лучший дизайн огнетушителя, или огнетушитель должен быть большей производительности. ТАП и купол поставляется только в красном цвете. И немного про огнетушащий порошок, который используется в огнетушителях. Он безопасен для человека и не приносит вред имуществу. При уборке не допускать попадания порошка в органы дыхания. На порошок из огнетушителей есть отдельные сертификаты соответствия. Мои выводы по данным огнетушителям. Это инновационное средство пожаротушения. Автономность работы гарантирует своевременную реакцию на возникновение очагов пожара. Они эффективно потушат огонь в зоне своего действия.
Мощный хлопок известит вас о возгорании, если вы находитесь рядом. Плюс ко всему, работа с данными огнетушителями не требует технического обслуживания и специальных навыков. В процессе эксплуатации нужно учитывать, что они срабатывают при прямом воздействии огня. То есть, когда огонь уже возник, и он довольно большой. С другой стороны, это и хорошо, так как исключает ложные срабатывания из-за задымленности или большой температуры. Расположение огнетушителей нужно тщательно продумывать, чтобы они сразу сработали при возникновении очага пожара. Я сам буду использовать данные огнетушители и вам советую. Фактически, эти огнетушители – это автоматическая система тушения очагов пожара. Они могут применяться как дополнительные огнетушащие средства, добавок к стандартным средствам огнетушения. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Поделитесь видео со всеми своими знакомыми, так как информация по защите дома от пожара нужна каждому человеку. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.